Всем привет! Сегодня мы затронем тоже важную тему. Это правила проживания детей в Ирландии. Тут есть свои правила, есть свои нюансы. Многие украинцы, которые приехали, думают, что это все игрушки, и здесь тоже можно, да, жить под тем правилам, по которым мы все жили в Украине, то есть я имею в виду по отношению к детям, да. Тут все работает немножко по-другому. Я расскажу про базовые какие-то правила, которые нужно знать и которые желательно никогда не нарушать, потому что к вам может прийти очень важная, серьезная компания, корпорация, не знаю, как ее назвать, по делам детей в Ирландии, организация под названием Тусла. Многие ее недолюбливают, многие ее решения даже в самой Ирландии говорят о том, что они противоречивы, они неоднозначны, и много у нее есть и уже судебных разных дел, то есть подавали на нее в суд, на эту организацию, не знаю, корпорацию, как ее назвать. Кстати, напишите в комментариях ваше отношение к этой организации под названием Тусла, да, которая защищает права детей в Ирландии. Напишите, если у вас был какой-то опыт сотрудничества, не дай бог, с этой организацией, приходила ли она с проверками и так далее, либо есть какая-то история живая, да, которую вы знаете, ну, про украинских беженцев и не только. Это не касается только украинских беженцев, это я просто открыл специальную, да, страничку, которая именно рассказывает больше, ну, тем, кто приехал с Украины. Но по факту все те правила, которые работают для украинцев, они работают для всех. То есть про все, что я сейчас буду рассказывать, показывать, да, у меня куча здесь открыто различных правил, я вам покажу просто. Они касаются всех, и ирландцев в том числе. То есть это не какой-то, да, эксклюзив специально для украинских беженцев. Нет, это касается полностью всех приезжих, кто приезжает в Ирландию, у которых есть дети. То есть если человек пересек границы Ирландии, то под эти правила, под этими правилам подчиняются все дети. Сейчас давайте разберемся, что такое Тусла и вообще как не нужно поступать, чтобы эта чудесная организация в кавычках вами заинтересовалась. Что же такое Тусла? Тусла это то же самое, что у нас, да, в наших странах органы опеки, то есть аналог наших органов опеки, либо наоборот, аналог Туслы у нас, непонятно. Но, как я понимаю, Тусла здесь это очень серьезная организация, которая реально решает серьезные вопросы, и ее решение оспорить очень сложно. То есть она здесь имеет очень большой вес, и многие даже ирландцы, ну и остальные, да, уже мигранты, которые здесь прожили долгую, ну, долго уже проживают, они говорят, лучше с этой организацией не связываться, и по возможности, если даже вы попали под надзор, выполнять все требования, потому что для них им изъять ребенка из вашей семьи это за милую душу. Не знаю, это именно вот так вот люди говорили, которые здесь прожили, то есть они отзываются об этой организации не очень позитивно, можно так сказать, да. Тусла, независимый статутный регулятор, видите, он независимый, то есть получается на него нету давления со стороны, как я понимаю, правительства, да, и других органов власти. Статутный регулятор услуг раннего детства в Ирландии. То есть это касается всех, я понимаю, детей, которые несовершеннолетние. Инспекция раннего детства Тусла содействует и контролирует безопасность и качество ухода и поддержки детей, зарегистрированной в Тусле услуг раннего детства в соответствии с положением закона об уходе за детьми 1991 года, услуги раннего детства 2016 года, видно, какие-то были еще, да, изменения. То есть, какая цель Туслы, да, это поддержка и содействие развитию, благополучия и защита детей, а также эффективное функционирование семьи, предоставление ухода и защиты детям в обстоятельствах, когда их родители не смогли или вряд ли смогут обеспечить уход, в котором нуждается ребенок. То есть вот вам органы опеки, они следят за тем, что ребенка никак не ущемляли, чтобы его воспитывали правильно, чтобы все его права, да, были учтены. И, я так понимаю, они изымают детей. В Ирландии тоже есть специальные приюты, специальные распределительные центры, есть приемные семьи, то есть все это работает. Но если у нас, да, в наших странах, я имею в виду Украину, да, и бывшие, наверное, можно сказать, СНГ, да, страны, то тут как-то уже
уже изъятие ребенка это крайняя мера, знаете, где там уже полный трэш, там наркомания какая-то, наркоманы, алкоголики конкретно, избитие регулярное, то есть там ребенок вообще там голодный, босый, голый, ну вот уже, знаете, крайние меры, вы же понимаете, что у нас много людей, которые живут не слишком богато, неблагополучно, где там и по 5 детей могут жить в одной комнате, да, но если они тихо, спокойно живут, то никто никого не будет изымать. Здесь же очень строгие правила, и здесь по малейшему какому-то звоночку, да, какому-то такому стукачеству, можно сказать, у нас такое не слишком принято. Я же говорю, у нас, если человек уже идет там, другого человека залаживать, либо писать какой-то донос, доклад, заявление, то это должно быть что-то серьезное, которое выходящее уже за рамки, понимаете, приличия и жизни. Здесь же, конечно, за мельчайшее могут, за любой подзатыльник, там, я не знаю, да, либо громко кричат на детей постоянно там, то это уже будет первый звоночек, чтобы, если у вас соседи ирландцы, то они спокойно позвонят, либо поедут лично и напишут заявление. Это все, что вы понимаете, анонимно, никто никогда не узнает, кто и когда на вас написал какую-то кляузу. Следующее, это давайте статистику рассмотрим. Она свежая, то есть вот на сентябрь 2024 года. Обратно же будем статистику украинцев говорить о ней. Но еще раз повторяю, все, что я говорю, это касается любого ребенка, неважно какой национальности. Если он находится в Ирландии, то он подчиняется всем тем правилам, которые прописаны у Туслы. То есть это всех касается полностью. Давайте о том, сколько же деток из Украины приехало, да, и сколько учатся в ирландских школах. Число детей и молодых людей из Украины, которые в настоящее время обучаются в ирландской начальных и средних школах. В настоящее время в начальных и средних школах Ирландии обучается более 18 тысяч детей и молодых людей из Украины. 11 тысяч 165 в начальных школах и 6 тысяч 838 в средних школах. Эти проверки были проведены в 78 школах, 40 начальных и 13,8 средних школ. В целом в проверенных школах находилось 2469 детей и молодых людей из Украины, 998 в начальных школах и 1471 в средних школах. То есть количество детей, которые сейчас находятся в Ирландии, вы можете, да, от общего количества украинцев, которые приехали, например, там утверждается, что 100 тысяч, да, ну уже пишут, что 109, находится 85 тысяч, да, вот можно отнять 18 тысяч, чтобы понять, какое количество взрослых находится в Ирландии, потому что детки, они по-другому считаются, да, они, ну, по другим абсолютно, как сказать, критериям, можно сказать, потому что они себя не могут обеспечить, и их не нужно, я считаю, в общую, да, картину, там, по выплатам, по всяким вот этим вот приколам, когда просто многие доброжелатели говорят, вот столько количество людей там не работает, либо сидит на пособии. Нужно же понимать, что от этого количества отнимите детей, работающих и так далее, инвалидов, пенсионеров, то есть если отнять, то по факту останется не слишком большое количество людей, которые осталось, да, на пособиях, там, либо сидит, что-то не делает. Нужно всегда учитывать деток, то есть 18 тысяч детей из Украины, вы представляете, живут, учатся в Ирландии, а многие, вы понимаете, в этот список не входят, многие есть такие, конечно, которые даже сейчас учатся онлайн в украинских школах, они взяли справки, предоставили, и их дети не ходят в ирландскую школу, а обучаются на дому онлайн. Обратно же это не слишком здесь, я так понимаю, приветствуется, и у многих были проблемы с тем, с предоставлением вот этих вот документов, да, чтобы ребенок мог находиться дома, как я понимаю, это первое. Второе, например, чтобы получить пособие, да, на ребенка, вы же понимаете, вот я ставлю даже, вы можете почитать, ребенок должен быть занят, то есть если ваш ребенок не ходит в ирландскую школу, то вы обязаны предоставить документ с той страны, в которой он занимается онлайн. То есть онлайн-школа, это понятно, сейчас все это доступно, разрешается, но это проверяется. То есть чтобы ребенок занимался. То есть в Ирландии считается вот этот child benefit,
выплата на ребенка, то ребенок должен получать образование, не должен сидеть дома. То есть, если вы, когда украинцы переезжают, или кто-то любой другой переезжает в другой каунти в Ирландии, то вы обязаны взять справку со школы и принести в Интрео о том, что у вас ребенок, и он занят, то есть он учится, он ходит в школу, и тогда вам начислят эту выплату. Если вы не предоставите эти документы, то вам не будет выплачиваться вот эта вот выплата, это раз в месяц 140 евро, да, в первый вторник каждого нового месяца. То есть я говорю про вот эту вот выплату. Тут важно знать, что многие, ну, есть такие категории граждан, да, которые не хотят, чтобы их дети ходили, например, в ирландскую школу, и они обучались дальше в онлайне, ну, в украинской школе. Есть такие прецеденты, есть такие даже, что учатся на две школы. Поначалу мы тоже это делали, пытались первый год. Потом второй год нам, можно сказать, бонусом поставили, только контрольные сдали. И вот уже на третий год мы сказали, все, мы не будем ничего делать, ни контрольные, ничего, потому что, ну, мы настроены здесь остаться. Ребенок максимально уже ходит, да, в старшую школу у нас, он максимально туда погружен, и голову ему забивать, извините меня, украинский, русский, да, дальше английский, сейчас он изучает еще ирландский, и еще ему дали французский, 5 языков, две школы, ну, у него голова взорвется, плюс он занимается баскетболом, то есть, ну, это нереально, вот лично мое мнение, это нереально. Напишите в комментариях, ваши дети занимаются ли в онлайне, еще украинскую школу делают, либо, то есть, ходят в ирландскую, еще делают украинскую школу. Обратно же, давайте вы напишите те, у кого дети старше 12 лет, кто уже пошел в старшую школу. Про младшую школу, то понятно, там еще легко, там у них еще крестики, нолики и так далее. То есть, он то, что изучал в 12 лет, ну, вот это, да, в младшей школе, то есть, там они это изучали еще в Украине, там, в третьем-пятом классе. А тут, типа, он уже был выше, да, они еще это даже не проходили. То есть у них тут слабее обучение, в смысле, на начальном уровне детей не напрягает, так что ребенку было легко, он ту математику щелкал просто как орешки, он один из первых все решал. Я вот это вот имею в виду. Младшую не трогаем. Если вашему ребенку 8, 9, 9, 10, вы скажете, конечно, мы делаем ту и ту школу. Мы тоже делали. Ну, когда он перешел в старшую школу, вот там уже посерьезнее. Он бывает по 2 часа сидит и делает уже тут уроки. Извините, еще одну школу брать, то есть украинскую я имею в виду делать, это уже, конечно, издеваться над ребенком. Это лично мое мнение. А там каждый родитель сам как хочет, так и поступает со своим же ребенком и воспитанием. Самое из таких жестких правил, которое меня удивило, да, это то, что нельзя не то, что пропускать школу, то, что если ты пропустишь больше 20 дней в учебном году, то есть не подряд даже, не подряд, просто там 2 дня нету, неделя, 5 дней, и если выйдет больше 20 дней, то школа обязана просто автоматически, вот просто, да, подтянулась, там сейчас все у них в компьютерах, оп-оп, такой-то, такой-то отсутствует уже за год, да, например, там до конца года, например, это, не знаю, март месяц, да, и он уже еще там учится 2-3 месяца, а вот он уже отсутствовал 21 день, то все, автоматически идет, передаются данные в Туслу о том, что ребенок 21 день там или 22 дня уже отсутствовал в школе. Это звоночек. Вот это правило, да, которое вот я открыл, и которое, мне кажется, немножко непонятно, да, у нас, если по болезни приносишь справку, никаких вопросов к тебе нету, да хоть 2 месяца ты будешь отсутствовать, твои данные и тебя лично, твою семью не передадут в органы опеки на какой-то контроль, на какую-то проверку, если ты нормально позвонил, сообщил, рассказал, то есть тут как-то немножко это, ну, я не знаю, лично пишите ваше тоже мнение, странно для вас это или нет, это вроде бы и контроль, но обратно же, если ребенок болеет, ну бывает такое, что ребенок часто болеет. У нас, например, в садике мы 2 дня ходили, неделю болели, вот просто. То есть мы в садик, например, пропускали, ну вот в Украине очень часто. То есть я не поним, ну я понимаю, что это школ касается, садиков нет, ну образно, да. А бывают дети еще у них на начальном уровне, то есть там в 1 классе, во 2 еще иммунитет не окрепший. И реально дети бывают 1, 2, еще даже 3 там класс болеет очень часто. Так что теперь, если он болеет, что сразу проверка на контроль, это немножко мне непонятно. Но
надо подчиняться тем правилам, которые здесь работают. И здесь просто отношение к болезням немножко странное. То есть тут детей температуру 38, там он кашляет, сопли по колено, ему могут дать таблетку, нурофен и иди в школу. То есть если 37, это вообще не обсуждается. А мы как привыкли там, 37 уже лучше, ну пережди дома, посиди, ладно, сегодня, завтра посмотрим, если будет хуже, тогда пойдем к доктору, правильно? Ну то есть мы все как-то пытались детей ну, больше как-то отгородить от какого-то лишнего стресса. Тут вроде бы еще больше хотят детей, как бы, ну, френдли, да, там, чтобы дети были радостные, меньше их напрягать. Но вот этом я не понимаю. То есть отправлять детей больных в школу, это как-то для меня странно. Мы никогда таким не занимались. Вот здесь, в Ирландии, да, мы уже пару раз отправляли своего ребенка с температурой 37, давали, ну, нурофен, да, и он и шел, потому что вот эти правила нас немножко смущали. Он бывал, ну, два раза уже болел, да, на то время, там было 2 недели у нас пропуска, и мы думаем, ну, блин, сынок, ну, сходи, потерпи, там была пятница, это вроде бы, чтобы, типа, потом выходные. Вот так вот мы уже делали. То есть, да, мы отправляли, я впервые своего ребенка отправил с температурой, потому что вот это тусло, мы боялись, чтобы не накопилось количество дней, потому что все очень сильно ней как бы не то что угрожают, но говорят с ней не связываться. Школы должны вести реестр учащихся, посещающих школу. Они также должны вести записи посещаемости для всех учащихся и информировать службы образования, благосостояния, агентства по делам детей и семей, если ребенок отсутствует более 20 дней в учебный год. Вы понимаете, не подряд. Ладно, это была подряд, я понимаю, это реально уже как-то настораживает, ребенка столько нету, но не подряд, просто за учебный год. И к вам реально придут, с вами созвонятся, придут, посмотрят, как живет ребенок. Примеры такие есть. Скажут, почему, попросят вас предоставить, если есть записи, ну, от доктора, что вы ходили к доктору, либо по тем или иным, да, обстоятельствам. Если им не понравится, они могут взять ребенка, поговорить с ним, организовать ему психолога. То есть там целый комплекс, знаете, и мне как будто кажется, как будто эта организация, она как будто пытается, вот, как будто чем больше она детей там изымает, либо находит каких-то недочетов, то чем больше они, наверное, зарплату получают. Вот мне кажется так. Ну, я с ней не связывался, но с теми людьми, которые с ними связывались, и истории там из интернета, и от других людей, то мне кажется, они работают по какому-то такому принципу, чем больше они, знаете, найдут каких-то неправильных родителей, да, или что-то вот хотят у ребенка вытащить из него, да, а что там, а как там, вот что-то всю, знаете, вот эту грязь какую-то подноготную, нет идеальных детей, и, кстати, нет идеальных родителей, никогда их нигде не будет. Любой родитель может и крикнуть, и может сделать что-то не так, может что-то ребенку запретить. Это нормально, это есть воспитание. А они могут за это схватиться и просто сказать, ну мы возьмем пока месть на вас на галочку, на учет. Вот это вот правило, ребята, 20 дней, напишите, как вам оно нравится вообще, считайте правильное оно, либо нет. Я считаю, если подряд, то это, конечно, да. Если в рознь, ну, это как-то, я не знаю, сразу брать на учет, это как-то немножко, ну, слишком жестко. Обратно же, если неблагополучная семья, там видно, да, вы понимаете, по каким причинам, то да. Если вы знаете, что все хорошо в семье, никаких никогда звоночков не было, ну, возможно, ребенок реально болеет просто, либо какие-то семейные обстоятельства. Возможно такое? Конечно. Все мы люди, и жизнь у всех разная. Следующий момент — это разнополые дети, то есть рекомендуется, и там прям, если, конечно, за вас уже взялась тусла, то она, конечно, это учтет моментально. Так вы, понятное дело, можете там, пока есть детки маленькие, еще как-то, чтобы они жили, да, в одной комнате, если там это девочка и мальчик. Но если там уже детям, я думаю, больше, наверное, 6, даже 7 лет, то это уже, ну, может не очень хорошо вам, да, ну, для вас и для вашей семьи это будет не очень хороший звоночек, если об этом узнает Тусла каким-то образом. Каким-то образом узнать соседи, доброжелатели в кавычках, соотечественники хорошие. Вот я поражаюсь тем историям, что да, соотечественники друг друга сдают, при этом понимая, что все мы в сложных ситуациях, многие не могут себе найти, да, достойное жилье, а если находят, то не каждый может себе позволить снимать жилье с 2-3 бедрумами, извините, это прайс какой будет, овер до хрена. Ну, смысл того, что если у вас семья из 4 человек,
муж, жена, одна комната, мальчик, девочка, то есть сын, дочка. Они должны жить, у каждого должна быть своя комната. То есть это тоже нужно учитывать. И, конечно, если вы попадетесь, то Тусла на это будет тоже давить, и это будет указано, когда несоответствие проживанию, то есть ваше жилье не соответствует для того, чтобы дети комфортно проживали, вот это вот гендерное должно быть разнополое, получается, разделение. У вас его нету, и если там дети отсутствовали 20 дней, плюс то, что они живут в одной комнате, все, это уже можно как бы, уже сразу вы будете на галочке, на учете, и там может дойти до изъятия детей. То есть тут бывают такие решения, бывают, знаете, там вот эти психологические различные тесты, там ребенок нарисовал какой-то рисунок, они его интерпретировали, что там какое-то дома какое-то насилие, и все, могут ребенка изъять, сказать, пока мы ведем расследование. У них тут расследование, все там, не дай бог, если ребенок что-то сказал, что там что-то происходит, мама, папа кричит на меня, да ты шо, ну все. Все, особенно, ребята, обратно же, давайте так. Это больше все равно касается мигрантов, беженцев, они за них, конечно, хватаются. Ирландцев, да, не трогают, но понятное дело, что там все-таки есть момент свои, да, свои, это везде так, как хочешь, не хочешь, но к своим отношение другое. Так что будьте очень аккуратны, вот эти вот гендерные лучшие моменты нужно учитывать. Да и по факту, конечно, с детям будет комфортнее жить, когда они разнополые, жить в разных комнатах. Когда два пацана, либо две девочки, без проблем, они смогут ужиться, у них общие могут быть интересы, там куколки, у тех машинки, туда-сюда. А так, вы знаете, девочки и мальчики, это вечная война, вечные какие-то противоречия. Так что, в принципе, да, это правильно, это справедливо, но, мне кажется, нужно давать какие-то поблажки тем людям, которые только приехали, которые только начали здесь свой путь, да, и им сложно просто реализоваться. Это тоже должен быть какой-то, ну, какие-то послабления для этого. Вот особенно сейчас украинские беженцы, это вообще не обсуждается. Люди пытаются любыми путями с этих лагерей выехать, просто куда-то переселиться. И бывает, да, они находят комнаты, маленькие там апартменты, и приходится детям жить в одной комнате. Ясное дело, кстати, лендлорды тоже, они спрашивают, сколько детей, и если они слышат, что много детей, и вы там пытаетесь двое детей или трое в одну комнату, то они могут вам не сдать жилье, потому что тогда лендлорд будет нарушать, тогда он осознанно взял и нарушает правила уже проживания детей. Ему, поверьте, этот головняк, эти проблемы не нужны. Это в большей части лендлордов. Но есть те, которые наживаются и которым чисто о них закрывать глаза, живите ваши проблемы. То есть как-то так. И следующий момент, да, вот это вот, со скольки лет можно оставлять ребенка дома? Вот этот момент, забирать со школы, не забирать со школы. Смотрите, пока ребенку нашему не исполнилось 12 лет, ну, уже, я вру, с 11 лет я его уже не забирал. В первый год, когда мы приехали, мы ходили его забирать, да. Ну, и большинство все забирали полностью. То есть, как тут принято? Давайте вот этот момент мы обсудим. До 12 лет ребенка нельзя оставлять вообще самого дома просто. И вот этот вот момент наши люди не понимают, потому что, например, меня лично, я скажу за себя, меня оставляли с 6 лет. Моя мать уходила на работу в 6 утра, оставляла мне еду, я с 6 лет сам оставался дома лично. Я оставался не на весь день, она работала неполную ставку, да, она работала с 6 утра и до 12, и до часу дня, то есть в час она уже приходила. Вдумайтесь, я в 6 лет был сам дома, и никаких проблем, вот живой. С первого класса я хожу сам, в школу ходил, приходил. Потом у нас были, скажите, вот эти вот, вторая смена, кто помнит, когда в 12 либо в час идешь в школу, приходишь уже в 6, а зимой это темно, никто меня никогда не встречал, все было безопасно, хотя я начал свой путь до школьный в 97 году, то есть это еще 90-е, не все как бы было так спокойно, никто как-то не боялся. Хоть мы жили не богато, но никто не боялся. Все ходили, все оставляли, все гуляли сами на улице, это нормально. Здесь другая обстановка.
Здесь другие реалии, другие правила. Если вашему ребенку нет 12 лет, вы не имеете права его вообще оставлять самого просто, вот так вот, выйти даже в магазин. Вы заметили, что ирландцы везде с детьми, особенно если они живут где-то за городом, то есть, ну, в полях, да, видите, они целыми семьями приезжают в супермаркет. Почему? Потому что нельзя бросать ребенка, если с ним что-то случится дома и вас не было, то сразу вся ответственность на вас, и вы будете виноваты, тусло сразу подтянется, и ничего хорошего от этого вам не будет. Так что детей до 12 лет дома нельзя оставлять. После 12 вы имеете уже право его оставить дома, он имеет право там уже ходить, сам гулять, но он не может ночевать дома именно. То есть до 10 вечера вы можете его оставлять дома. Вот такое вот правило я слышал. Ну и мы ним руководствуемся. То есть мы старались не оставлять его дома, всегда тоже с собой. То есть, ну, гулял он у нас уже сам тут с первого года, как мы приехали, то есть ему было здесь 10 лет, да, он сам гулял, он выходил, а у нас один парк, второй парк, никаких проблем нету, то есть вот этот момент вы должны учесть. И желательно, конечно, если вы только в школу перешли, если вашему ребенку 10-11, лучше его позабирать, первый годик показать, что все хорошо, вы ответственный, то есть, ну и самому, да, ребенку, чтобы ему как-то было проще, легче, ну, то есть такие правила здесь, мы забирали. Потом я уже не забирал. То есть все нормально, он уже осемилел, он у нас тем более высокорослый такой, знаете, большой парень, так что я не боялся за него, там, за его безопасность. И жили мы просто еще близко к школе, там буквально, не знаю, 400 где-то метров, может 500 максимум. Обратно же там выйти и по прямой просто. Никаких зигзагов, один раз дорогу перейти и все. Плюс светофор, кнопочку нажали, перешли. Так что если вы оставляете детей, и им до 12 лет там ушли в магазин, вас час нету. Все, доброжелатели в кавычках, поверьте, если это тем более ирландцы, им за милую душу. Не то, что они злые, у них так принято, понимаете? У них так принято. Это не то, что они злые, хотят специально как говорится, напакостить украинцам, либо другим беженцам. Нет, у них так принято. Они знают, что маленьких детей нельзя оставлять. У нас, вы понимаете, 8, 9, 10, это уже считается, ну, не то, что взрослые, дети у нас уже бегают за хлебом, за покупками легко, на кружки сами ходят в школу, то есть это у нас нормально. У нас дети быстрее взрослеют. Здесь детям дают возможность быть еще ребенком дольше. То есть до 12 лет это вообще просто еще алмаз неограненный, его нужно оберегать, пылинки сдувать. Уже после 12 уже хоть как-то ребенок может сам хотя бы оставаться, сам двигаться. А вообще полностью, вот видите, здесь написано, до 14 лет ребенок считается недостаточно взрослым, чтобы их оставляли одним и без присмотра. То есть с 15 лет вы можете уже ребенка оставить, чтобы он в Ирландии ночевал сам. То есть вот эти правила нужно очень сильно, эти требования выполнять в Ирландии. Здесь так люди живут уже десятилетиями, и нам всем нужно к этим правилам, да, подчиняться. Следующий момент, да, вот тоже интересно, со скольки лет в Ирландии может ребенок уйти с семьи и жить уже сам. Смотрите, вы можете идти из дома в возрасте 16 лет при условии согласия родителей. В возрасте 18 лет согласия не требуется. Если вы уйдете из дома до достижения 18 лет без согласия родителей и вас посчитают бездомным или находящимся в группе риска, тусло могут попросить вмешаться, то есть вы понимаете, если разрешаете там учеба, вы сами снимаете жилье, то есть это считается, вы разрешаете, то есть даже уехать в общежитие вы должны разрешить. Если вы не разрешаете, то ваш ребенок не будет даже в общежитии. Вы полностью еще до 18 лет руководите его жизнью, ну, если вы разрешаете, доверяете ребенку, то вы можете уже его отпустить от себя подальше. Вот это тоже очень нужно учитывать, потому что у нас, вы понимаете, многие в техникумы после 9 поступают и в 15 лет. Я сам учился в техникуме, ну хотя после 11, учились мы вместе с ребятами, некоторые чуть ли не в 14 приезжали уже учиться, потому что рано пошли в школу. Так что у нас это немножко, ну, больше мы как-то, да, взрослели быстрее,
были самостоятельнее и могли себя сами и покушать приготовить, как-то нас все это быстрее обучались мы жизни. Как-то, да, детство у нас было короче. Здесь максимально пытается детство растянуть удовольствие, хотя отношение к детям очень хорошее, вообще в общем государство относится к детям очень положительно, их хорошо защищают. Не думайте, что я пытаюсь здесь рассказать о том, что все вот это плохо, нет, это все хорошо, просто нужно было здесь родиться, да, чтобы это было все для тебя нормой. Когда ты был в одной системе и своего ребенка по одной системе полностью оберегал, воспитывал, и теперь ты переместился в другую систему, тебе трудно самому переключиться, а ребенку так тем более, если им в школе говорят там то, сё, толерантность, так должно быть. У меня ребенок уже бывает говорит там, ты там смотри, а то я там могу это, в гарду там, либо туслу, то есть они все это знают, уже свои правила, они уже знают, но это ясно дело по приколу, но сам факт, что ирландцы многие, они могут, если их там дома как-то уже, когда они подростки ущемляют, там, не выпускают, то есть все, они могут пойти в прямом смысле, с психу там, гормоны, то все, то есть тут, да, это распространенная вещь, что подростки могут сами настучать на своих родителей. Это очень распространено. Для меня, конечно, это странно, да, но это здесь есть, и очень большое количество случаев таких случается. Правильно это или нет, обратно же, это их система. Если так воспитывается ребенок, есть такая организация ТУСЛА, в которую можно пойти, значит, это нормально. В моей, конечно, в моем коде, да, это немножко странно, непонятно, но обратно же, живут они так, значит, это их правила. Если мы на их земле, мы подчиняемся их правилам. Деваться некуда. Финализируем. Детей в Ирландии нельзя бить, трогать. Это вообще табу сразу. Знаете, я рассказал такие самые... это я сказал вначале, это изменения, которые у нас этого нету, отличия, да, систем. А про трогание, ясное дело, что у нас сейчас тоже там в Украине уже ужесточили, да, не слишком это, не то что одобряется, это никогда не одобрялось, ну, давайте будем честными, кого в детстве не били ремнем, да, не дали подзатыльника и так далее, ну, лично у меня это было, и я понимаю, что даже это не то, что хорошо, за дело было, реально там, извините, там, не могли меня найти, я там на ставке купался, а мать бегала в попыхах, не знала, где меня искать, а я летом на ставочке купался, в 10 вечера пришел, ну и объясните, как у нее там сердце разрывается, где сын. Ну я так образно историю рассказываю своего детства. Ну я считаю, что я заслуженно получил. За такое не дать, это, ну я не знаю. По головке нужно было погладить, что я не предупредил, самовольно ушел, пошел на ставок купаться, там мне было 8 либо 9 лет. Как вы считаете? Вот я говорю, за такие поступки, конечно, ну, должно быть какое-то наказание, это не обсуждается. Раньше не было телефонов, знаете, сейчас можно было наказать телефоном, сейчас забрать телефон, не дать карманных денег. Так, у нас не было ни карманных денег, ни телефонов, у нас была только шелковица, абрикосы и яблоки на земле, либо на дереве сорвал и пошел в добрый путь. И колонка бесплатной воды потом накачал, либо открутил кран попил и пошел в футбол гонять. У нас было другое детство, я еще все это застал, да, мне 35 лет, 36 уже, так что я еще из того поколения, где дети жили таким уличной жизнью, да, такой вот настоящие, знаете, вот это, босяком таким еще были. Сейчас уже, конечно, дети живут немножко другими понятиями и смыслами. А здесь, так тем более, здесь табу тронуть, даже наорать в общественном месте на ребенка, это уже будет плохой звоночек, и на вас будут смотреть косо. Вы сами видите, что в супермаркетах дети в Ирландии творят, делают что хотят, кричат, падают, ползают. У нас такое, конечно, не слишком приветствуется. У нас мамочка либо папочка сразу возьмет за шкварник, вытащит, наверное, домой быстро отведет и немножко проведет профилактическую работу. Здесь, видите, все это спускается, потому что все считается, это капризы, это нормально. Мы разные, да, мы разные, у нас разные ценности, разные точки воспитания, различные, ну, разное все, потому что я воспитываю так, как когда меня воспитывали, и так каждый идет. Легче я стал воспитывать своего ребенка, чем меня, в смысле, не так жестко. Да, конечно, ему уже позволяется многое того, что мне не позволялось, там, то есть он уже, конечно, воспитывается по другим точкам координат, не так, как меня воспитывали моего брата. Он уже немножко по-другому, я думаю, и вы так же само.
Но, еще раз повторяю, трогать ребенка в Ирландии это вообще невозможно. Если у него видят синяки, поверьте, из-за синяков он может просто упасть. Но воспитатели, да, даже в том же садике могут подумать, что ребенка трогают, бьют, и тоже передать информацию в Туслу. Его могут расспросить, могут пригласить психолога. То есть это все делается. Последнее, что хотел сказать, ребята, возраст согласия на сексуальную активность составляет 17 лет. То есть 17 лет дети могут заниматься здесь, да, официально сексом. Просто такая информация, да, тоже было интересно вести и узнать. Я просто только что, пока снимал ролик, просто заснял, да, то есть 17 лет, и если младше, то это обратно же наказуемо, обратно же, если люди тому и тому, да, то есть двум полам по 16 лет, и они это сделали, понятно, ничего никому не будет, если все сделано по согласию. Следующий момент, еще раз проговариваю, больше 20 дней без причины и вообще просто, даже если есть причина, все равно нельзя пропускать школу и оставлять ребенка, если он младше 12 лет, вообще категорически это тоже табу нельзя. А если ты мигрант либо беженец, это просто все вдвойне утраивается и налаживается на ваши плечи. И Тусла с удовольствием за вами будет следить и возьмет вас на карандашик. Также нельзя, чтобы однополые, то есть дети разного пола жили в одной комнате. Тоже это не допускается, это не приветствуется, нужно стараться, чтобы у каждого была отдельная комната. Вот такие вот главные правила, которые я хотел вам рассказать, показать, которые нужно придерживаться максимально их в Ирландии, ни при каких обстоятельствах стараться их не нарушать, чтобы прекрасная организация, чудесная, которая защищает права детей в Ирландии под названием Тусла, вами не заинтересовалась. Еще раз повторяю, к ирландцам другое отношение, а к всем беженцам, мигрантам, поверьте, оно более доскональное и более трепетное. Так что не советую с ними связываться. Вот ссылочку на Туслу и на всю информацию для украинских беженцев я оставлю. Вы можете зайти, ознакомиться с всеми правилами. Здесь все указано. Если ребенок приехал да, без опекунов, что нужно делать, куда его распределяют и так далее. И это я не хотел рассказывать, я просто хотел рассказать про правила, которые базовые нужно придерживаться в Ирландии, да, и чем они отличаются от наших. Как-то так, если ролик был полезный, ставьте лайк, пишите свои истории по поводу Туслы и всей вот этой вот ситуации детей, да, из Украины, и не только, если вы не из Украины, там, смотрите меня, да, вы латвиец, поляк, не знаю, и понимаете меня, то всем спасибо за внимание, держу в курсе.